Каппадокия – это одно из красивейших мест на планете. Это древний регион с уникальной геолокацией, расположенный на территории Малой Азии. Вы, скорее всего, знаете о Каппадокии благодаря воздушным шарам. Здесь, независимо от сезона, ежедневно в небо взмывает до 200 шаров, в среднем по 20 человек в каждом. И ради этого экспириенса сюда приезжает несколько миллионов туристов в год со всех уголков мира. Но это не единственное развлечение в Каппадокии. В регионе находится множество долин и гор, суперинтересных локаций, футуристические долины и марсианские пейзажи, о которых мы сегодня с вами поговорим. Здесь вы познакомитесь как с древней культурой, насладитесь красивейшими местами, испытаете восторг и сделаете 1001 фотографий на память и для соцсетей. Мы уже несколько раз были в Каппадокии, достаточно много видели и приготовили для вас эдакий список мест и развлечений в этом регионе. Но в стиле нашего формата это будет не просто перечень достопримечательностей, а сравнение платных развлечений и бесплатной им альтернативе. Конечно, с сопутствующими отзывами и советами от нас. Ну что, если вам это интересно и вы готовы, поехали! У русскоязычных гостей я не очень часто вижу эту локацию, а вот иностранцы ее просто обожают. Турецкие ковры или на турецком халыджи. Самыми раскрученными являются две локации, одна из них это Гелерикман. Из плюсов внутри действительно аутентично, но и на этом, пожалуй, все. Работники не очень дружелюбные, все это поставлено на поток, вам дается всего 15 минут, и это стоит, на мой взгляд, немалых денег. Если вы делаете фотографии на свой телефон, и если вы заходите вдвоем, даже при условии, что будет один фотографировать второго, вы все равно платите по 100 лир за каждого человека. Это 20 евро за двоих. А если вы хотите, чтобы вас немного поснимали, те же 15 минут на дрон или на видеокамеру, за это вам придется дать от 50 евро. Бесплатной альтернативой является множество магазинов и лавок, торгующих коврами, например, в Гюреме. Мы нашли как минимум 3 такие локации, названия я вам покажу. Мы не любим разрекламированные места, а вот такие заведения нам кажутся более теплыми. Вот, например, хозяин одного из магазинов, Ибрагим, любезно показал нам ассортимент, рассказал, как делаются ковры вручную, научил отличать их от станочных и разрешил нам сделать фото и видео, абсолютно не ограничивая нас по времени, и все это абсолютно бесплатно. Neyle boyuyorsun? Ya da neyle boyuyorlar? Doğal bir şey midir yoksa normal? Eskiler niye değerlidir? Eskiler zamanında otlarla çöplerle yaptıkları için ticari yapmamışlar zamanında. 30-40 sene önce burada turizm olmadığı için bayanlar çeyiz olarak yapıyordu. Kendi evine yapıyordu. O yüzden otlarla çöplerle yapıyorlardı. Mesela ceviz kabuğundan kahverengi elde ediyordu. Sarıdan, cehriden sarı elde ediyorlardı. Şu anda tamamen ticari edildiği için kimyasal boyalar yapıyorlar. İçine orlon, polyester katıyorlar parlak görünsün diye halı. Birçok halı ticaridir ama zamanında yapılanlar elde edilir. Büyük tezgah, küçük tezgah. Bayanlar çeyiz olarak daha sonra da evlendikten sonra da katkı olsun diye dağ köylerinde öyle halı dokurlar. Şöyle tek tek düğümle yaparlar. Bu el işi olup olmadığını bu düğümlerden anlarsınız. Makine aslında düğüm olmaz. Bu şekilde. Daha sonra da keserler. Desenleri de buradaki noktalardan takip eder. Mesela 4 tane turuncu, 1 tane kırmızı bu şekilde. Böyle küçük bir tezgahta şöyle bir halı yapıyorlar. Yaklaşık 2 haftalık bir bayanın kaç saat çalıştığına bağlı. Her gün 6 saat çalışsa 2 hafta. El işi olduğunu anlarsınız. Турецкие ковры – это одно из самых известных ремесел с древней историей и традициями, которые занимают особое место в культурном наследии Турции.
У каждого региона есть свои орнаменты и свои символы. И известно, что на турецкое ковроткачество повлияла Греция, в которой на то время также занимались этим ремеслом. Это все жутко интересно, и такие места заслуживают вашего внимания, хотя бы ради фотографий, которые пахнут историей. Во-первых, обязательно в любое время года берите с собой какую-то теплую одежду. Это может быть там какая-то парка, пайта, свитшот, но ночи здесь очень прохладные. Учитывайте, что здесь очень много иностранцев, практически все население разговаривает на английском, то есть у вас не будет никаких проблем в коммуникации, но мы столкнулись с тем, что очень многие, конечно же, нечестные, не искренние и пытаются в чем-то вас немножечко обмануть, но это уже на ваше усмотрение. Может быть, вы захотите обмануться и будете счастливы. Вот, супруг говорит о том, что он бы не заплатил 100 лир за то, чтобы сделать фотографии в ковровой лавке, и мы нашли иные места. Вот, то есть есть места, где, ну, прям уже нагло, откровенно перебарщивают. Например, да, если вы платите в евро там, или в долларах, это может быть небольшая сумма, 10 евро, но так как у меня супруг из Турции, для нас, скажем так, и мы все в местной валюте считаем 100 лир, это не маленькая сумма для того, чтобы просто зайти в помещение и сделать фотографию. Второе развлечение в Каппадокии – это прогулка на лошадях или на квадроциклах. Это, пожалуй, второе по популярности развлечение после воздушных шаров. Существует две версии экскурсии – это встретить рассвет или закат. Последний встречается чаще. Если честно, мне было прям очень страшно, когда лошадь опускалась по крутому склону, и, знаете, было не до того, чтобы наслаждаться пейзажем. Но, когда идешь по ровной поверхности и на остановочках, виды, конечно, волшебные. Самый распространенный маршрут – это по Красной и Розовой долине, где на одной из остановочек у вас будет возможность заглянуть в старинную церковь. Что касается стоимости, то в среднем, как на квадроциклах, так и на лошадях, за двухчасовой тур вам придется заплатить 200 лир. Это 20 евро. Бесплатный вариант – это даже не то, что альтернатива развлечению, а я рекомендую сделать это абсолютно каждому. Это пешая прогулка по Розовой и Красной долине на закате. Когда от солнечных лучей склоны окрашиваются в волшебный цвет, и перед вами открывается один из видов сказочной планеты. Так как мы были с проводником на двух машинах, первое авто мы оставили внизу, в конце маршрута. Кстати, вы будете проезжать очень интересные локации и одно из мест, куда вас привозят для прогулки на лошадях. А вторую машину мы оставили на верхней точке Красной долины. Въезд стоит 10 лир. Это очень популярное место как у туристов, так и у местных. Эта локация недалеко находится от города Гёреме, поэтому вы можете приехать даже на такси. Это будет не очень дорого. И логичнее начинать маршрут, как в нашем случае, сверху вниз. Меня очень поразило, насколько локалы являются эстетами. Они приезжают к закату со своей едой, поужинать, на пикник. И многие даже со своими стульями уже по пешему маршруту встречают закат с бокалом вина. Для Турции это очень приятная и нестандартная картина. Здесь проходит специально разработанный туристический пешеходный маршрут со всеми необходимыми указателями. Маршрут составляет примерно 2 километра, и со всеми остановками мы его прошли примерно за 2 часа. Поэтому, если вы захотите встретить закат, идеально будет, если вы начнете ваш поход около 4 дня.
Тропа совсем несложная, и ее может осилить абсолютно каждый. Здесь совсем нет обрывов и крутых спусков, как мне показалось верхом на лошади. Даже в сланцах я спокойно преодолела весь путь, а вам, конечно, рекомендую спортивную и удобную обувь. Возможно, вероятно, может быть, вы заметили, что на указателях расстояние не уменьшается, а наоборот, увеличивается. Это все потому, что официальная точка старта маршрута находится внизу и уже плавно поднимается вверх. А если помните, наш гид посоветовал нам начать с конечной точки, то есть самой верхней, и уже опускаться сверху вниз. По маршруту, помимо церкви, где делают остановку с лошадками, есть еще одна малоизвестная. На нее нет ни одного указателя, но она нам очень понравилась, и ее расположение и размеры впечатляют. Благодаря своему местоположению, относительной близости к Константинополю и таким монашеским и религиозным центрам Ближнего Востока, как Сирия, Каппадокия не только испытала значительное воздействие христианства, но и стала одним из центров его распространения. Упоминание каппадокийцев непосредственно в Новом Завете указывает на их значение. Например, каппадокийцы упомянуты среди тех, кто услышал говорение апостолов на разных языках после схождения Святого Духа. А также, благодаря проповедям Петра и Павла, трудившегося на землях Анатолии, Каппадокия, являющаяся ее частью, была просвещена одной из первых. Розовая долина – один из самых популярных пешеходных маршрутов Каппадокии. Свое название долина получила благодаря розовому цвету скал и каменных образований, которые особенно очаровательно смотрятся на закате. Эта долина входит в экскурсию красного маршрута, и я вам ее рекомендую обязательно посетить. Как всегда, в любом месте и в любой стране я вам рекомендую смотреть как популярные точки, всем известные, так и менее известные, которые откроют именно нетуристическую сторону этого региона. Обязательно пройдитесь пешком, то есть если вы едете на автомобиле, обязательно себе внесите в план локации, где можно прогуляться. Вот, сейчас в сезон в такой сложный, в коронавирус, здесь это, опять же, практически не замечается, не чувствуется. Основная часть людей без масок. Вот, даже в автобусе вот нас дважды забирали на полет, практически все были без масок. То есть это нет вот такого обязательного условия. Единственное, что у нас во втором отеле попросили хэс-код. Да, по поводу хэс-кода. Если вы иностранцы и прилетели за границу, то достаточно показать только загранпаспорт. То есть они входят в систему. Если в систему они ходят по заграничному удостоверению, то хэс-код не нужен. Если вы местные, там, или у вас есть местный кимлик и так далее, то если они входят в систему по местному документу, то хэс-код, конечно, они у вас запросят. Следующее, как фотолокация, так и очень увлекательное место – это лавки гончарные, которые находятся в городе Аванос. И это относительно крупный город района и практически не туристический. Туристов сюда завозят всего на пару часов в рамки программы красного тура по Каппадокии. Гончарным промыслом здесь занимаются очень давно, еще со времен хеттов. Связано это с тем, что красные глины отличного качества в Аваносе всегда под рукой. Их добывают на берегах Красной реки Кызыл-Ирмак.
В одном из выпусков мы еще более подробно рассмотрим как этот город, так и известную реку, которая, кстати, является самой длинной в Турции, и посмотрим с вами на все водные развлечения. А пока я приглашаю вас в одну из гончарных лавок, которых здесь очень много, они практически на каждом углу. И практически в каждой вам проведут интересную экскурсию и мастер-класс. В гончарной мастерской желающие могут попробовать сделать свой первый глиняный горшок и чашку. Но учтите, что гончарные круги здесь механические, то есть их нужно постоянно подталкивать ногой самостоятельно. И все шедевры, сделанные вами, вам в дальнейшем высушат и подарят на память. Цена здесь в основном символическая, поэтому это развлечение я отношу как к платным, так и бесплатным. То есть вас могут попросить здесь приобрести просто любое изделие или оплатить те материалы, которые были затрачены на ваш шедевр. Как видите, цены на сувениры здесь очень низкие и выбор довольно широкий. Такой экспириенс, думаю, не оставит абсолютно никого равнодушным, и мелочи, которые вы здесь купите, будут согревать вам душу. Каппадокия — это потрясающее, неимоверное, волшебное, превосходное место, которое должно быть в списке просто must-see. Если вы приехали в Турцию, очень многие из-за границы едут специально в Каппадокию и проводят здесь весь свой отпуск, поэтому если вы даже приехали, например, в Анталию 6 часов на автомобиле, и вы уже здесь, путешествовать по региону Каппадокия можно несколькими способами. Можно прилететь прямо в аэропорт Невшехира, он в 15 минутах находится от любой, скажем так, точки локации. Вот. Можно приехать на автобусе. Мы приехали на автомобиле. На мой взгляд, это самый удобный способ, потому что здесь есть что посмотреть. Здесь очень много локаций. Кстати, в каждом отеле при заселении вам дают прям карту региона с основными туристическими местами, что очень удобно, и ориентируют вас вот на первое время. Мы на 2 ночи останавливались в Гёреме, но объездили практически вот все там 6 городочков поблизости. Здесь очень много античных мест, которые вот прям дышат историей, поэтому я вам очень рекомендую посетить это место, и я уверена, что вы вернетесь еще не один раз сюда. Каппадокия – это очень большой регион, и чтобы рассказать о нем, нужно много времени, поэтому я вам сейчас оставляю карты, которые дают вам в каждом отеле и в каждом туристическом агентстве, и пару слов еще о том, что регион делится на несколько маршрутов. Я думаю, вы о них уже слышали, это красный, зеленый, синий и так далее. Вот то, что входит в эти маршруты. Это было всего первое видео про Каппадокию, их будет еще много. Я надеюсь, что мне удастся вам показать интересные нестандартные локации. Также будем сравнивать платные и бесплатные места. Получите отзывы как наши, так и от местных жителей. Ну а пока я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень помогает его развитию. Переходите на канал, где много интересных видео по этой теме и также по теме жизни за границей. И до встречи в новых выпусках. Пока-пока!